Зависимости и библиотеки – это заранее написанный код, помогающий решать проблемы. В этом видео мы представим Pandas – популярную библиотеку для анализа данных. Можно импортировать библиотеку или такую зависимость, как Pandas, используя следующую команду. Начнем с команды import, за которой следует имя библиотеки. Теперь у нас есть доступ к большому количеству готовых классов и функций. Это предполагает, что библиотека установлена. В нашей лабораторной среде установлены все необходимые библиотеки. Допустим, мы хотели бы загрузить CSV-файл, используя встроенную функцию Pandas read_csv. CSV – это характерный тип файла, используемый для хранения данных. Просто вводим слово Pandas, затем точку и имя функции со всеми входами. Процесс печатания Pandas каждый раз довольно трудоемкий. Можно использовать оператор S для сокращения имени библиотеки. В этом случае мы используем стандартное сокращение PD. Теперь мы набираем PD и точку, за которой следует имя функции, которую мы хотели бы использовать. В данном случае read, нижнее подчеркивание, CSV. Мы не ограничены использованием PD. В данном случае используем термин «банана». Будем придерживаться PD до конца этого видео. Рассмотрим этот код более подробно. Один из способов, с помощью которого Pandas позволяет работать с данными, это DataFrame, фрейм данных. Давайте рассмотрим процесс перехода от файла CSV к фрейму данных. Эта переменная хранит путь к CSV. Она используется в качестве аргумента функции read, нижнее подчеркивание, CSV. Результат сохраняется в переменной df. Это сокращение от DataFrame. Теперь, когда у нас есть данные в DataFrame, мы можем работать с ними. Можно использовать метод head, чтобы проверить первые 5 строк DataFrame. Процесс загрузки файла Excel аналогичен. Используем путь к файлу Excel. Функция читает Excel. Результатом является фрейм данных, DataFrame. Фрейм данных состоит из строк и столбцов. Можно создать DataFrame из словаря. Ключи соответствуют именам столбцов. Значения представляют собой списки, соответствующие строкам. Затем мы приводим словарь к фрейму данных, используя функцию DataFrame. Мы видим прямое соответствие между таблицей. Ключи соответствуют заголовкам таблицы. Значения представляют собой списки, соответствующие строкам. Можно создать новый файл DataFrame, состоящий из одного столбца. Просто помещаем имя DataFrame, в данном случае df, и имя заголовка столбца, заключенное в двойные скобки. Результатом является новый фрейм данных, состоящий из оригинального столбца. Можно сделать то же самое для нескольких столбцов. Просто вводим имя фрейма данных, в данном случае df, и имена заголовка в нескольких столбцов, заключенных в двойные скобки. Результатом является новый DataFrame, состоящий из указанных столбцов. Одним из способов доступа к уникальным элементам является метод IX. Можно получить доступ к первой строке и первому столбцу следующим образом. Также можно получить доступ ко второй строке и первому столбцу. Получаем доступ к первой строке и третьему столбцу таким образом. Можно получить доступ ко второй строке третьего столбца следующим образом. Также можно использовать имя столбца. Получаем доступ к первой строке столбца с именем Artist следующим образом. Точно так же вы можете получить доступ ко второй строке столбца с именем Artist. Вы можете получить доступ к первой строке столбца с именем Released следующим образом. Наконец, вы можете получить доступ ко второй строке столбца с именем Released. Вы также можете нарезать фреймы данных и назначить значение новому DataFrame. Присваиваем первые 2 строки и первые 3 столбца переменной z. Результатом является фрейм данных, состоящий из выбранных строк и столбцов. Также можно нарезать фреймы данных и присвоить значение новому DataFrame, используя имена столбцов. Код назначает первые 3 строки и все промежуточные столбцы столбцам с именем Artist и Released.
Результатом является новый фрейм данных Z с соответствующими значениями.